Для начала разделим генералов на 4 основные версии. Ранняя альфа-версия, поздняя альфа-версия, бета-версия и релизная версия игры. «12 марта 2002 года появляются самые первые скриншоты игры. Это не мод, как могли подумать многие. На этих скриншотах мы видим первую версию крестоносцев, первую версию самолетов, различные эффекты и партиклы, которые, к сожалению, не дошли до релизной версии игры. На этом скриншоте видно, что какая-то раса зеленого цвета имела здание, похожее на релизную версию. Сложно сказать точно, было ли это ГЛА, либо Китай, поскольку на этом скриншоте виден реактор Китая. Скорее всего, тогда еще не было деления на расы, и, возможно, китайская раса не планировалась вообще. Эти скриншоты датируются 16 мая 2002 года. Крестоносцы сменили модель, стали более привычные для нас. И обратите внимание на карту в этом скриншоте. Это самая первая полноценная карта с миссией. Ее показывали на E3 в 2002 году. 4 июня 2002 год. Те, кто не узнал, это 4-я миссия за США. Да, тогда в этой миссии присутствовал Китай, и мы даже могли запустить ядерную ракету по базе ГЛА. А на этом скриншоте видно, что ГЛА имели ветряные мельницы. Это аналог реакторов у Китая и США. Ветряные мельницы так и не были реализованы, хотя их 3D-модель все еще остается в файлах игры. 19 июля 2002 года. Это опять-таки 4-я миссия за США, только здесь она уже более проработана. Видно, что у туннелей ГЛА не было пулемета, а ракетчики имели другую 3D-модель. На втором скриншоте Китай атакует базу США. Я не знаю, что здесь происходит. Скорее всего, это просто развлекали себя разработчики, или просто хотели сделать эффектные скриншоты. Из малого видно, что БТР Китая был в камуфляже. 29 августа 2002 года. Эти скриншоты уже больше всего напоминают релизную версию игры. Разве что ГЛА был красный окрас, а не зеленый как в релизе. У танка Скорпион была другая модель, которую впоследствии взяли в мод Контра. Пехотинцы ГЛА имели тоже другую модель, а США имели пурпурный цвет, а не синий, как в оригинале. На следующем скриншоте предрелизная версия этой миссии. Видим здесь грузовик с заключенными. Возможно, мы как-то могли взаимодействовать с ним. На следующем скриншоте видим бета-версию 3-й миссии за Китай. После отступления китайских войск вверх по реке их уже встречали войска ГЛА. И вышки возле дамбы присутствовали не на своем месте. В обучающей миссии за США видим то, что войска США имели пурпурный цвет. Лаборатории никакой еще не было, а сеть туннелей не имели пулеметную башенку. Также по базе ГЛА был нанесен ядерный удар. Эти миссии впоследствии были вырезаны, но остались видео с бета-версии игры, на которых еще можно их увидеть. Разбор этих видео будет в следующей части. — 6 января 2003 года. Эти все скриншоты вперемешку из разных версий. Я не смогу вам точно сказать, из какой версии, так что разберем самые интересные скриншоты. Это простые скриншоты из мультиплеера. Это, кто не понял, 3-я миссия за ГЛА. Здесь светлое освещение, и база Китая выглядит по-другому. Также не ясно, почему американские танки уничтожают китайскую базу. Это 2-я миссия за Китай. Что мы здесь видим? То, что ГЛА имели шторм Скады, то, что у нас были владыки, и здесь присутствует такой мост разрушенный. Я не знаю, может его можно было починить, может и нет, но для чего он здесь присутствовал, я не знаю. Ну а это 1-я миссия за США. ГЛА имеет красный цвет,
Это подтверждает мою теорию, то что изначально не планировалось Китай как раса. Видим то, что ГЛА захватили наш трактор, и то, что у США присутствует ремонтный робот, который был только в Zero Hour. Это вторая миссия за ГЛА. Здесь мы видим то, что в нашем распоряжении присутствовал Шторм Скат на G2, и планировка базы ГЛА была немножко по-другому. Ну а это третья миссия за Китай. Здесь мы видим другой ресурсный док и другую текстуру у танков ГЛА. Это пока что мне не ясные миссии, но возможно это даже взято из мультиплеера. Из каких миссий взяты эти скриншоты, я, честно говоря, не знаю. Может быть, вы мне подскажете в комментариях.